Всех приветствую, дорогие зрители. В этом видео я хотел бы пару слов уделить такой новинке, как Mac Mini. Если вы пропустили, то вчера компания Apple выпустила замечательный компьютер Mac Mini. Сейчас я нахожусь на официальном сайте, это Apple Австрия, и давайте немножко, скажу свое мнение, что это вообще за компьютер и хочу ли я его купить. Сразу хочу сказать, что мне компьютер очень понравился. Я давно уже раздумывал купить Mac Mini для своего мини-офиса дома. Вот. А сейчас у меня работает компьютер, вот на котором я сейчас записываю, Dell Inspiron Small Desktop, такой маленький компьютер. Он тоже новый, я его в этом году покупал. Как вы знаете, я записывал еще видео по поводу обновления BIOS. Так как здесь стоит процессор 14-го поколения, и он, к сожалению, был затронут деградацией, самой микросхемы в процессоре. И Intel выпустила BIOS, я его обновил, все, сейчас все работает. В общем, все тесты проходят, никаких проблем нет с этим компьютером. Вот. Ну, естественно, этот компьютер я проапгрейдил на 32 гигабайта памяти оперативной. Вот, 512 SSD у него стоит. И он, естественно, на Windows 11. Вот. Компьютером этим я очень доволен, все супер, но я уже давным-давно хочу перейти на macOS и изучить ее подробно, как вообще с ней работать. У меня опыт есть небольшой уже с macOS. Я, покупал в 2017 году или примерно, 16-17 году. У меня был iMac, который я купил за 50 евро, подержанный. Просто ради того, чтобы посмотреть, что там вообще, как он работает. Вот. И мне, в принципе, очень понравился он. Хотя он был достаточно слабый. 2009 года выпуска, насколько я помню. Вот, но на нем работать было просто одно удовольствие. Вот. А для офисных задач я хочу попробовать взять вот этот Mac Mini. То есть мне он очень понравился. Я посмотрел презентацию, послушал. Мне вообще нравятся вот именно такие вот компактные компьютеры. Вот. А здесь такая новинка, получается, вышла шикарная. Вот. То есть это у него дизайн как Mac Studio, но только просто в уменьшенном виде. Вот. То есть, просто шедевр. Я считаю, что мы живем в уникальное время сегодня вообще, когда компьютеры, из больших таких коробок превращаются в маленькие-маленькие коробки. Вот такие прям коробчушки, можно сказать даже. Вот. И по мощности они ничем не уступают огромным компьютерам, которые, допустим, мы собирали там раньше. Что мне понравилось в этом компьютере, это то, что он очень маленький. То, что они добавили в компании Apple, два порта вот этих вот USB-C. И то, что наушники можно подключить спереди. Это логично. Вот. Потом дальше. Давайте другую сторону посмотрим. Задняя сторона у нас, получается, тоже потерпела изменения. У нас убрали вот эти старые классические USB Type-A и оставили Type-C тоже вот. То есть 3 сзади и 2 спереди. Вот. Это очень круто, потому что сейчас практически вся техника, она выходит современная с USB Type-C. В принципе, другие уже USB практически скоро уйдут из моды. Вот. Только единственное, что на моем компьютере Dell, вот сейчас посмотрим. Так, где он у меня здесь? Вот он. Вот можно здесь посмотреть. Получается 4 обычных USB и один, вот можно покрупнее посмотреть здесь вот. Вот, и один Type-C здесь есть, а там полностью все Type-C. Вот, здесь, кстати, обратите внимание, что здесь есть тоже вход для наушников. Почему я его тоже взял? Именно из-за чтения карт, вот этого карт-ридера. К сожалению, здесь нет у нас карт-ридера, как в Mac Studio. Вот. Можно было бы, в принципе, его добавить, но если прям сильно нужно, можно, допустим, взять карт-ридер, который на USB-C, например, и также подключить его, будет работать без проблем. Вот. Ребята, честно, я просто сейчас смотрю, я в восторге, реально, очень понравилась новинка. Вот, не знаю, может быть, это у меня сейчас просто первые впечатления такие.
а потом я немножко так остыну, малость. Вот, ну, то есть, смотрите, это просто произведение искусства. Это до такой степени круто они его обновили, что на стол ставите, подключаете, включаете, и все, и там все работает. То есть M4 процессор, это самый новый. Вот, ну, классно, вот, смотрите, вот как он выглядит в реальной жизни. Как я понял, мощности здесь хватает. То есть здесь полностью можно заниматься и видеомонтажом, и работой в офисе, вот, пожалуйста. То есть для работы все сделано классно. Плюс еще искусственный интеллект появился здесь. Вот, то есть здесь вот разные всякие задачи можно выполнять. Конечно, клавиатуру придется докупить отдельно, мышку тоже, но у меня это все есть дома. Этого добра у меня хватает, поэтому, значит, без проблем я могу его поставить и пользоваться в удовольствие. Ну, давайте немножко вниз еще так пролистаем, посмотрим. Да. Вот, по поводу, например, iMac для офиса. Для офиса я рассматривал еще тоже вот iMac вот такой вот. Но единственное, что мне немножко не нравится, это то, что он поставляется только с экраном на 24 дюйма. Вот, так как у меня сейчас 27 дюймов, я уже привык к этому диагонали. Меньшая диагональ будет немножко, ну как, непривычно для меня. Потому что 27 дюймов, я считаю, из своего опыта, это идеальный монитор. Потому что у меня были и 30-дюймовые, и 32-дюймовые мониторы. Вот, если вы сидите близко, значит, перед экраном, то когда работаете за 32-дюймовым монитором, то у вас глаза просто разбегаются в сторону, потому что вы не знаете, куда взгляд свой бросить. Вот, а здесь 27 дюймов, я считаю, это идеально. Причем у Apple были уже Макинтоши на 27 дюймов, но почему-то они их убрали из продажи, потому что они перешли на процессоры M-серии. То есть здесь у нас все идет в комплекте. И что мне еще нравится в, значит, Макинтоше, вот в этом, это то, что в самом компьютере вы его распаковали, вставили, и здесь вот сейчас я пролистаю. Так, где у нас здесь? Вот, ребят, смотрите. Это просто шедевр. Вот, блин, это же надо додуматься так. Компьютер работает просто от одного магнитного кабеля. То есть там даже не нужно вам ничего там куда-то там правильно втыкать, там смотреть. Просто направили провод, он сам встал туда, куда надо. Все, работает четко. Вот. Ну и здесь тоже вот эти вот разъемы. К сожалению, разъемов маловато. Хотелось бы, чтобы был тоже картридер здесь, как в Mac Studio, но, видимо, это сделано специально для того, чтобы вы покупали периферию дополнительную. Вот. Так, давайте вернемся еще к Mac Mini. Значит, так, что у нас еще? Технические характеристики, давайте посмотрим. Поставляться он будет только в серебряном цвете. И цены у нас в Австрии начинаются от 699 евро на официальном сайте. Ну, обычно бывает так, что если вы заказываете на сайте Amazon, допустим, или, может быть, в Медиамарте, может быть, еще в других каких-то магазинах электроники, они чуть-чуть дешевле делают цену. Вот. Ну, там. Но это не всегда бывает. Ну, здесь мы видим вот Apple M4 чип, самый новый. M4 Pro тоже, вот, пожалуйста, там он более мощный, там получается вместо 10 12 ядер. Вот. И теперь, ребят, по поводу памяти. Очень такой важный момент. Смотрите, значит, оперативная память выпускается теперь в минимальной конфигурации с 16 гигабайтами. То есть это такая золотая середина. У меня сейчас здесь 32 гигабайта на офисном компьютере, но это я знаю, что это очень много, потому что смысла особого нет в этих 32 гигабайтах. Но 16 это вот в самый раз. Просто я тестировал тоже компьютеры с 16 гигабайтами, вот, на Windows. То есть на сегодняшний момент это супер просто. У вас, конечно, будет возможность там проапгрейдить это все до 64 максимум. Вот, поэтому тут, как говорится, кому что нужно. Потом минимум у нас 256 гигабайт и максимум 8 терабайт. То есть это очень круто. Значит, для себя я решил, что если я буду покупать Mac Mini, то я буду обязательно брать его с 1 терабайтом, потому что 256, 512 это очень мало для компьютера. Возможно, для телефона, да,
это хорошо, там было бы там супер, но для компьютера нет. Нужно брать обязательно от 1 терабайта и выше. Потому что, например, если вы храните какие-то документы на компьютере, вот, какие-то видеофайлы, допустим, там хотите смонтировать, то вам нужно загружать это все с айфона, либо там с флешки, либо с жесткого диска, это все хранить в самом компьютере, чтобы все смонтировать. Вот, ну, то есть, лучше, конечно, чем больше, тем лучше. Как говорится, памятью Mac Mini не испортишь дополнительно. Вот, ну, также, естественно, у нас он поддерживает самый новый стандарт VLAN, это Wi-Fi 6E на сегодняшний день. Wi-Fi 7 уже существует, но он пока еще не распространен массово. Вот, также Bluetooth 5.3 есть. Вот, и обратите вот на размер, ребят, смотрите. 5 сантиметров всего он, получается, толстый такой вот, 5 сантиметров. И 12,7 сантиметров он просто в диаметре. То есть, смотрите, ребят, ну, это же просто бомба, реально, это круто. Как красиво выглядит. Просто поставили коробочку на стол, все, и работайте, пожалуйста. Максимум 155 ватт потребляет энергии. Ну, просто круто. Вот, и что у нас в комплекте идет? Вот, кабель и сам компьютер. Вот, приложение. Все это у нас так вот сделано. Вот, ребят, значит, в заключение хочу сказать, что мне новинка очень понравилась. Реально, я загорелся покупкой. И планирую в ближайшее время, наверное, реализовать этот проект. Не знаю, как мне будет, конечно, после Windows перехода. Если у вас есть Mac OS и вы работали тоже на Windows, то поделитесь мнением в комментарии. Будет ли тяжело переходить с этой операционной системы, с Windows, потому что я практически всю жизнь работаю на этой системе. Сейчас у меня прям появилось желание изучить современную Mac OS от и до, потому что она мне тоже нравится. Я, в принципе, в ней уже работал, я знаю, как там все устроено. Вот, но мне хочется более, как бы, углубленного такого анализа, углубленной работы с этой системой, и хочется делиться видео тоже моего опыта с вами у меня на канале. Все, ребят, спасибо большое за то, что выслушали этот видеоподкаст. Если вы зашли сюда случайно, то обязательно подписывайтесь на канал. Я сейчас ставлю QR-код. Просто наводите камеру и можете переходить прямо с мобильного устройства, подписаться на канал. Это очень просто. Здесь я показываю различные прошивки. Мы обсуждаем iOS и все в этом духе. Windows. И вот сейчас скоро будем работать на Mac OS, надеюсь. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Пишите еще раз ваши комментарии по поводу новинки. Понравилась она вам или нет. Я считаю, что новинка реально просто классная.